Видео мастер-класс по вязанию вот таких милых зайчиков. Всем привет, меня зовут Земфира, добро пожаловать на мой канал амигуруми игрушек и наволочек с 3D аппликациями. Сейчас объясню, почему один зайчик чуть больше по размеру, а другой чуть меньше. Первого зайчика бежевого цвета я вязала привычным для меня способом вязания крючком крестик и крючком номер 5 мм 8/0. А второго зайчика я связала способом вязания крючком галочка и тем же самым крючком. Как вязать такими способами, я подробно показываю вот в этом ролике, ссылка на него в описании под этим видео. Галочкой вязать намного легче, но я и этим способом умудряюсь вязать очень плотно. Думаю, это из-за того, что при видеосъемке мастер-класса мои руки и спина находятся в напряжении, так как вязать приходится держа руки на весу и на расстоянии от себя. Иначе съемка будет трясущейся, если опереть руки об стол. Спина все время ровная, так как надо приблизиться к столу и как бы обнять штатив с телефоном. И еще летом руки от напряжения становятся влажными. От этого плохо скользит пряжа, постоянно приходится мыть руки и вытирать их насухо. Вот из-за этого всего вязание у меня очень плотное, иногда прям очень сильно устаю. Но когда я вижу такой милый результат всех этих трудов, и когда мастер-класс уже загружен на канал, и я вижу ваши просмотры, лайки, теплые комментарии, это такое блаженство, что все трудности забываются. Спасибо вам большое, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка. Высота бежевого зайчика 21 см, с ушками 33 см. Основного цвета пряжи на него у меня ушло чуть меньше 1,5 мотка Alize Softy Plus. В одном мотке такой пряжи 100 грамм 120 метров. Высота молочного цвета зайчика 23 см, с ушками 36 см. На него у меня ушло почти 2 мотка Alize Softy Plus. Способ вязания крючком крестик очень экономит пряжу. Но я очень рекомендую при вязании пряжи Alize Softy Plus вязать именно галочками. Игрушка получается более объемной, более ворсистой. После этого мастер-класса будет обзор на небольших мишек в спальных конвертах, связанные этими двумя способами и этой пряжей. И там еще посмотрите на сравнение этих двух способов вязания крючком. Итак, все необходимые материалы для вязания таких зайчиков вы найдете в описании под этим видео. Желаю всем волшебного вязания крючком. Вяжем верхние лапки. Берем основную пряжу, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7 столбик без накида. Новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд второй. В этом ряду будем вязать 7 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. С 3-го ряда по 5-й ряд включительно. Следующий ряд 6-й, и в этом ряду вяжем такую комбинацию. 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем одну убавку. При вязании пряжи Alize Softy Plus убавку я вяжу, провязывая 2 петли вместе за обе стеночки этих двух петель. То есть завожу крючок в первую петлю, протягиваю рабочую нить, далее завожу крючок во вторую петлю, протягиваю рабочую нить, на крючке 3 петли, провязываю это все вместе. А при вязании пряжами Гималая Dolphin Baby или Гималая Velvet, то я убавку вяжу за передние стеночки двух петель. Вот так их подхватываю и потом провязываю. Итак, такую комбинацию 2 столбика без накида плюс 1 убавка провязываем в этом ряду 3 раза. И заканчиваем этот ряд 2 столбиками без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 11.
Далее наполняем наше вязание наполнителем. Я уже это сделала. Наполняем не сильно плотно, чтобы лапка была такая приятная на ощупь, мягенькой. И продолжаем наше вязание. Следующие 9 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 11 столбиков без накида. С 7 ряда по 15 ряд включительно. И в процессе вязания можно будет еще слегка наполнить наполнителем верхнюю лапку. Провязали. Эту часть тоже наполнили наполнителем слегка. И только не до конца, где-то 2-3 ряда оставляем незаполненными, чтобы ручка лучше прилегала к туловищу. Итак, далее маркер можно уже снять. Складываем наше вязание пополам и провязываем вот эти вот 2 ряда вместе. Вяжем так 5 столбиков без накида. 1, 2 и крайний 5 провяжем крючком меньшего размера. Так он будет аккуратным, не выпирающим. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Итак, одна верхняя лапка у нас готова, вторую вяжем точно так же. Вяжем туловище и голову одной деталью. По ходу вязания вяжем верхние лапки. Итак, берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 2, 6. Новый ряд отмечаем маркером. Следующий ряд второй. И в этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Следующий ряд третий. И в этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Следующий ряд четвертый. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида, 2 плюс 1 прибавка. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Следующий ряд пятый. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида, 3 плюс 1 прибавка. Так провяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали. Следующий ряд шестой. И в этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 2, 3, 4 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали. Следующие 7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. С 7 ряда по 13 ряд включительно.
Провязали следующий ряд 14 и в этом ряду будем вывязывать животик. Для начала провяжем 12 столбиков без накида. 2, 3, 12. Далее вяжем 6 убавок подряд. Провязываем по 2 петли вместе и так повторим 6 раз. И до конца ряда вяжем 12 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 30. Следующий ряд 15. В этом ряду мы тоже еще поформируем животик. Окончательно уже его сформируем. Для начала провяжем 9 столбиков без накида. 1, 2 и 9. Далее здесь также мы вяжем 6 убавок подряд. И до конца ряда вяжем 9 столбиков без накида. Итоговое количество петель в 15 ряду у нас должно получиться 24. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. С 16 ряда по 19 ряд включительно. Провязали. Далее наполняем туловище игрушки наполнителем. Наполняем достаточно плотно, но в то же время соблюдаем меру, чтобы игрушка не получилась тяжелой и каменной. И следующий ряд у нас 20. В этом ряду будем вязывать ручки, верхние лапки. Я для начала в 20 ряду я провяжу 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее прикладываем верхнюю ручку и вместе с туловищем провяжем 5 столбиков без накида. Один, два. Провязали вместе с ручкой 5 столбиков без накида. Далее по туловищу вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. Далее берем вторую ручку, прикладываем к туловищу и точно так же провязываем 5 столбиков без накида вместе с ручкой. И до конца ряда вяжу 4 столбика без накида. И итого у нас получается, что расстояние между ручками и с передней и с задней стороны 7 петель, по 7 столбиков без накида. Возможно, схема вязания ручек у нас с вами будет отличаться. То есть в 20 ряду, в начале ряда, возможно, вам нужно будет провязать не 3 столбика без накида, как я провязала, а может быть 4 столбика без накида, может быть 5, может быть, наоборот, еще меньше. Так как мы вяжем плюшевой пряжей, и натяжение рабочей нити у нас с вами может отличаться. И поэтому на несколько петель схема вязания ручек тоже может с вами у нас отличаться. Вы этого не бойтесь, а просто самостоятельно рассчитайте, где в каких петлях вам лучше ввязывать ручки. Ориентируйтесь по животику. Животик должен быть посерединке, а по краям ручки. Следующий ряд 21. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18.
Провязали. Следующий ряд 22. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. При вязании этой плюшевой пряжи Alize Softy Plus иногда вообще не вижу петли. Провязали. Следующий ряд 23. В этом ряду вяжем 12 прибавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Следующий ряд 24. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Следующий ряд 25, и в этом ряду вяжем такую комбинацию: 5 столбиков без накида, 3, 4, 5 плюс 1 прибавка. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида с 26 ряда по 30 ряд включительно. Следующий ряд 31, и в этом ряду будем вывязывать щечки. Для начала маркерами отметим серединные 4 петли. Ориентируемся по туловищу и отмечаем 1, 2, 3, 4. Далее от этих петель в обе стороны отмечаем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь также 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, и теперь вяжем. Вяжем столбики без накида до первого маркера. Итак, я провязала столбики без накида до первого маркера, и у меня здесь получилось 16 столбиков без накида. У вас это количество может отличаться. Напоминаю, это все из-за того, что мы вяжем плюшевой пряжей, и натяжение рабочей нити у нас с вами может отличаться, поэтому и количество петель вот здесь тоже может отличаться. Далее снимаем первый маркер. И вот эти вот 6 петель, которые мы отмечали, из них мы провяжем 3 убавки. Первая убавка, вторая и третья убавка. Далее снимаем второй маркер, вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, снимаем этот тоже маркер, третий, и вяжем 4 столбик без накида. И теперь из этих 6 петель вяжем 3 убавки подряд. Провязали 3 убавки подряд, и теперь до конца ряда вяжем столбики без накида. И итоговое количество петель в 31 ряду у нас должно получиться 36. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида с 32 ряда по 36 ряд включительно.
Следующий ряд 37 и в этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку и так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться в этом ряду 30. Провязали следующий ряд 38. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Далее наполняем голову игрушки наполнителем, но наполняем пока не сильно плотно. Фиксируем глазки между 29 и 30 рядами на расстоянии друг от друга 4 столбика. Для этой игрушки я выбрала глаза побольше, и мне захотелось, чтобы была прослоечка вот такой вот блестящей, золотистой, но по размеру она чуть меньше. И поэтому не знаю, как это будет в конечном итоге выглядеть. На данный момент это похоже больше на совушку, чем на зайчика. Но посмотрим. Я думаю, после утяжки это будет по-другому все выглядеть. Итак, почему мы сначала наполняли голову игрушки наполнителем не сильно плотно? Потому что сейчас на этом этапе мы будем делать утяжку мордочки. Я буду делать этой же пряжей основного цвета, просто сложу ее вдвое, так как она не сильно прочная. Берем иглу с большим ушком, продеваем нить и теперь вводим иглу практически у основания шеи, у основания головы. Вот здесь немножечко в сторону, не ровно посередине, а чуточку в сторону. И выводим, ориентируясь по нижнему краю глаза, вот здесь вот в сторону, где-то 1, 2, 3, 4 столбика в сторону от глаза. Здесь оставляем небольшие хвостики. Далее захватываем, заводим крючок 1, 2. Теперь с этой стороны в сторону 2 столбика от глаза. Далее выводим к этому хвостику. Так, здесь тихонечко все подтягиваем. Далее заводим иглу от этих хвостиков на расстояние пару столбиков и выводим вот в этом месте также на расстояние от глаза пару столбиков. Далее здесь отсчитываем 1, 2, 3, 4 столбика, заводим иглу и выводим сюда, вот поближе к этому хвосту пряжи. И далее тихонечко, помогая пальцами, вот это вот все аккуратненько подтягиваем. Здесь завязываем все на узелочки. От хвостиков пряжи лишнее отрезаем и прячем вовнутрь головы игрушки. И теперь на этом этапе щечки, голову можно будет поплотнее наполнить наполнителем. Только делать это осторожно, чтобы нити утяжки не порвать. Далее, если будете использовать готовый носик на безопасном креплении, то фиксируйте его прямо сейчас. Я же на этой зайке тоже буду вышивать носик неплюшевой пряжей. Далее сделаем утяжку по боковым сторонам глаз. Заводим иглу вот в этом месте и выведем у нижнего края глаза. Здесь оставляем небольшие хвостики. Далее захватываем 2 ряда, вот так поднимаемся наверх, выводим в том же месте у второго глаза, подтягиваем. Далее
Заводим иглу у нижнего края глаза и выводим с другой стороны у нижнего края этого же глаза. Подтягиваем. Теперь поднимаемся на 2 ряда вверх и в том же месте выводим иглу у второго глаза. Опускаемся вниз и теперь выводим иглу рядом с хвостиком пряжи. Аккуратненько все подтягиваем, затягиваем. Я сейчас это еще посмотрю все за кадром, чтобы все было равномерненько. Все аккуратненько затягиваем, подтягиваем, завязываем на узелочки. Предварительно нужно найти заднюю стеночку любой подходящей петли и на ней фиксировать эту пряжу узелочками. Лишнее от пряжи отрезаем и хвостики пряжи прячем вовнутрь головы игрушки. И заканчиваем вязание головы вот по этой схеме. В конце вязания рабочую нить отрезаем и оставляем хвостик длиной сантиметров 10, чтобы этим хвостиком стянуть отверстие, которое будет в конце вязания. Как я это делаю, я подробно показываю и рассказываю вот в этой видео шпаргалочке. Ссылочка на нее в описании под этим видео. Далее вышьем носик. Я решила носик вышивать на этой зайке бежевого цвета. У меня эта зайка будет полностью такая молочно-бежевого цвета. Итак, я взяла иглу с большим ушком, но иглу потоньше. Вот заведу где-нибудь вот здесь и выведу. Ну а дальше, как говорится, следите за моими руками. Итак, я сделала несколько стежков треугольной формы здесь, здесь и вот так вот сверху. Вывела иглу к первому хвостику пряжи и нить отрезала рабочую, так как ее бы мне не хватило на дальнейшее оформление носика. Далее беру новую нить с иглой, заведу где-то здесь иглу, выведу в этом месте. И далее я буду обхватывать все вот эти вот стежки аккуратненько. Сначала сейчас вот так их приподниму. Нам нужно захватывать только нити. Пряжу вот эту вот от зайчика захватывать не надо. И надо будет аккуратненько вот это вот все подтягивать и красиво обмотать вот этот вот треугольничек. В середине носика здесь иглу можно ввести вовнутрь игрушки и вывести. Далее, после того, как сформировали носик, выводим иглу с нитью у основания, вот тут у кончика носика. Далее заводим иглу вот здесь вот в углубление и выводим там же у основания носика. Подтягиваем и повторим еще, можно так повторить 2 или 3 раза. После того, как мы оформили
разделение мордочки вот в этом месте. Иглу с нитью вытягиваем где-нибудь в стороне, рабочую нить эту отрезаем, хвостики фиксируем узелочками на задних стеночках любых подходящих петель и прячем внутрь головы игрушки. Как я прячу те или иные хвостики пряжи при вязании амигуруми игрушек, я подробно показываю все в той же вязальной видеошпаргалочке. Ссылочка на нее в описании под этим видео. Далее из основного цвета пряжи вяжем цепочку из 5-6 воздушных петель, отрезаем, по краям оставляем такие вот хвостики, сантиметров 7. Вот так вот подтягиваем, затягиваем, и теперь нам нужно будет эту цепочку зафиксировать, сделать нижнюю губу. Что я вам скажу? Не нравится мне мордочка этой зайки. Я уже даже вышила бровки. Думала, может, она с бровями будет лучше смотреться. Но что-то в ней не то. И сравнила я с первой зайкой. Вот этот носик, он у меня очень большой получился. Хотя и игрушка сама тоже больше, чем первая. Но теперь я решила еще сделать утяжку по верхнему краю глаз, утопить глазки, и может быть за счет этого игрушка станет милее. Ну да, с такой утяжечкой больше будет похоже на зайчика. Ну вот, с этой дополнительной утяжкой так более-менее похожа игрушка на зайчика. Брови перевышила, опустила их чуть пониже. Ну все, теперь завязываем вот эти вот хвостики от нижней губы узелочком, фиксируя на задней стеночке петли, и прячем вовнутрь игрушки эти хвостики. Предварительно можно будет лишнее отрезать. Итак, мордочка полностью оформлена. Этой зайке я решила не вышивать реснички. Ну, пока оставлю так, а там посмотрю, когда еще пришьются ушки. Посмотрю, как она будет тоже выглядеть. Может быть, добавлю реснички, а может быть, оставлю так. Итак, далее переходим к вязанию нижних лапок и ушек. Еще и хвостик нужно связать. Вяжем верхние лапки. Берем плюшевую пряжу дополнительного цвета, основной крючок, и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 7. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. Далее в крайнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, туда же 2 и туда же 3. Далее вяжем по второй стороне цепочки, вяжем 5 столбиков без накида. Один, 2, 5. И вот здесь такая стеночка петли выпирает, это от 7 воздушной петли. За нее, в нее мы провяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и туда же 3. Итоговое количество петель в первом ряду у нас должно получиться 16.
Далее отмечаем новый ряд маркером. Отметили новый ряд маркером. Следующий ряд второй, и в этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. Далее вяжем 3 прибавки подряд. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Вяжем одну прибавку и заканчиваем этот ряд одним столбиком без накида. Итоговое количество петель во втором ряду у нас должно получиться 20. Следующий ряд третий, и в этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. Далее 3 раза повторим такую комбинацию: 1 прибавка плюс 1 столбик без накида. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Вяжем одну прибавку, 1 столбик без накида и заканчиваем одной прибавкой. Итоговое количество петель в третьем ряду должно получиться 25. Следующий ряд четвертый. Этот ряд вяжем за задние стеночки петель. Вяжем 25 столбиков без накида. Провязали следующий ряд пятый. Этот ряд вяжем как обычно за обе стеночки петель. Вяжем 25 столбиков без накида. То есть этот ряд мы вяжем без изменения. Следующий ряд шестой, и в этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. Далее вяжем 6 убавок подряд. Первая убавка и шестая убавка. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. Далее вяжем одну убавку и заканчиваем этот ряд одним столбиком без накида. Итоговое количество петель в шестом ряду у нас должно получиться 18. Следующий ряд седьмой, и в этом ряду в начале ряда вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3. Далее вяжем 5 убавок подряд. Первая убавка, вторая убавка и пятая убавка. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И заканчиваем этот ряд одной убавкой. Но эту убавку мы не довязываем до конца. На ней мы будем переходить к основному цвету пряжи. Итак, берем плюшевую пряжу основного цвета и довязываем эту убавку. Итоговое количество петель в седьмом ряду у нас должно получиться 12. Пряжу дополнительного цвета отрезаем. Вот эти вот хвостики завязываем на узелочки и прячем вовнутрь вязания. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. С 8 ряда по 10 ряд включительно. Следующий ряд 11. Этот ряд вяжем так:
1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 18. Следующий ряд 12, и в этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида, 1, 2, 6. Далее вяжем 6 прибавок подряд. Первая прибавка, вторая прибавка и шестая прибавка. Далее до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. И итоговое количество петель в 12 ряду у нас должно получиться 24. Следующий ряд 13, и в этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида, 2, 6. Далее 6 раз повторим такую комбинацию: 1 прибавка плюс 1 столбик без накида. И до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 30. Следующие 3 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 30 столбиков без накида, с 14 ряда по 16 ряд включительно. Следующий ряд 17, и в этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида, 1, 2, 6. Далее 6 раз повторим такую комбинацию: 1 убавка плюс 1 столбик без накида. И до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. Я уже это сделала, и итоговое количество петель в 17 ряду должно получиться 24. Следующие 2 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 24 столбика без накида, 18 и 19 ряды. Далее заполняем ножку наполнителем. Вот эту вот часть нижнюю можно наполнить поплотнее, а вот эту вот верхнюю менее плотно. Далее что мы делаем? Чтобы ровно сложить наше вязание пополам и провязать 2 ряда вместе, мне нужно провязать еще пару столбиков без накида. Вы же ориентируйтесь по своему вязанию. Может быть, вам этого делать не нужно будет, а может быть, нужно будет провязать 1 или 3 столбика без накида. Вот я провязала 2 столбика без накида, и теперь у меня все равномерно складывается. И теперь провяжем вот эти вот 2 ряда вместе, провяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, крайний 11 столбик без накида. Желательно провязать крючком меньшего размера. На конце у нас тут остаются 3 петли. Сначала подхватываем 2 петли, которые друг напротив друга, протягиваем рабочую нить, далее подхватываем крайнюю петельку беспарную, сквозь нее тоже протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе и рабочую нить протягиваем, вытягиваем ее настолько, чтобы этой нити нам хватило для пришивания лапки, и чтобы это было еще удобно сделать. Одна нижняя лапка у нас готова, вторую вяжем точно так же. Вяжем ушки. Берем плюшевую пряжу дополнительного цвета, основной крючок, и набираем 2 воздушные петли. 1, 2.
Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Провязали первый ряд. Новый ряд можно отметить маркером. В следующем, во втором ряду, вяжем 6 прибавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Следующий ряд, третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Следующий ряд, четвертый. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Следующий ряд, пятый. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида, 1, 2, 3 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Последнюю прибавку в этом ряду не довязываем до конца. На ней мы будем переходить к основному цвету пряжи. Итак, довязали последнюю прибавку в пятом ряду основным цветом пряжи. Бежевую пряжу отрезаем. Хвостики пряжи завязываем на узелочки и продолжаем наше вязание. Следующий ряд, шестой. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4 плюс 1 прибавка. И так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 36. Следующие 6 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. И вяжем так с 7 ряда по 12 ряд включительно. Провязали следующий ряд, 13. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 3, 4. Далее вяжем 1 убавку. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. С 14 ряда по 16 ряд включительно. Следующий ряд 17, и в этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 3 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Следующие 3 ряда с 18 по 20 ряд включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. Следующий ряд 21. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. С 22 ряда по 24 ряд включительно.
Заканчиваем вязание ушка соединительной петлей, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, подлиннее оставляем хвостик, чтобы этого хвостика хватило на сшивание ушка вот в этом месте и на пришивание ушка к голове игрушки. Итак, складываем вот так вот вместе и просто так сначала сюда вот проведем иглу. И теперь сшиваем, подхватываем. Тут у нас получилось, если вот так вот сложить, то 4 ряда. Все эти ряды подхватываем и сшиваем. Итак, сшили, и далее можно протянуть к началу нить. Мне, допустим, удобнее пришивать ушко, когда нить находится впереди, а не сзади. Все. И обратите внимание, переход цветов, он получается прямо тут вот на сгибе. И благодаря этому он не так заметен. Итак, одно ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же. Сейчас я расскажу, что я сделала за кадром, а что еще не доделала. Начнем с хвостиком. Хвостик вяжем вот по этой схеме. Хвостик я вязала турецкой пряжей Браво Кузу. В одном мотке такой пряжи 100 грамм 120 метров. Вот так она вот выглядит. Ею вязать очень легко. Вязала я способом вязания крючком галочка. Я думала, это будет очень сложно, но оказалось легче, чем вязать Alize Softy Plus. За счет того, что вот эта вот основная нить, на которой расположены эти ворсинки, она тоненькая. И вот эти вот ворсинки между собой совсем не путаются. Я прям получила удовольствие. Вязала тем же крючком номер 5. И если у меня будет свободное время, если я успею до выхода зи-обзора, то я бы еще бы связала игрушечку, такую же подобную тем мишкам, о которых я говорила в начале этого видео мастер-класса. И если будет у меня на это время, то свяжу и покажу в зи-обзоре, как выглядит игрушка из этой пряжи, полноценная. Итак, вот хвостик как получился, мне очень нравится. Далее за кадром я пришила нижние лапки. Как я их пришиваю, я подробно показываю вот в этом видео мастер-классе по вязанию мопса. Ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео, и там же укажу, на какой минуте смотреть. Правда, когда я пришивала нижние лапки мопсу, то я их пришивала на расстоянии от верхней лапки 3 столбика. А у этого зайчика, обратите внимание, нижние лапки расположены практически на уровне верхней лапки. И обратите еще на это внимание, на то, что нижние лапки, они не ровно пришиты, а таким с легким наклоном. Вот. И еще такой нюанс у этих нижних лапок, когда лапки пришиваются к туловищу, они становятся такие болтающиеся, смотрят в разные стороны. И чтобы они плотно прилегали к туловищу, их с внутренней стороны нужно пришить к туловищу. Это я тоже подробно показываю в видео мастер-классе по вязанию мопса. И когда я пришивала лапки у этого зайчика, я еще вот в этих местах подтянула. Вот в этих местах только с внутренней стороны несколько столбиков захватила и подтянула. А при пришивании нижних лапок на бежевом зайчике я, допустим, подхватила только вот тут вот столбики. Вот в этих местах не подхватывала. Вы же ориентируйтесь по своей игрушке, смотрите, где вам лучше какие столбики подхватить и подтянуть к туловищу. Ушки. Ушки пришиваем прям вплотную друг к другу, прям на макушке, и они получаются вот в таком вот падающем положении. Одно ушко я так и оставляю, такое вот падающее, а второе ушко мы сейчас с вами его поставим. Я сейчас покажу, как я это делаю. Итак, проводим иглу сквозь основание ушка. И теперь здесь захватываем. Вот так вот тоже это где-то на один ряд от основания ушка получается вверх. Вот.
протягиваем сюда, подхватываем пару-тройку столбиков на голове игрушки и тихонечко подтягиваем. И повторим еще один раз так. И теперь заведем вот здесь вот середину ушка, подхватывая петли на ушке, столбики на этом ушке, и теперь заводим иглу вот так вот в середину второго ушка. Подхватили, подтянули, и можно повторить это еще один раз и уже нить провести через столбики головы, чтобы спрятать. Проведем на заднюю сторону головы. Все. И вот такие вот ушки. Этот хвостик фиксируем на узелочек на задней стеночке любой подходящей петли и прячем вовнутрь головы игрушки. И вот он, итоговый результат нашего с вами зайки, который вы уже видели в начале этого видео мастер-класса. Я привязала бантик золотистого цвета под цвет глаз, пристегнула мишку заколку. Я живу в Турции, и эту заколку я покупала в местном магазине «Все для дома». Такой вот миксовый магазин, там был отдел и есть отдел с заколочками, и там я увидела этих мишек и приобрела. Вот сейчас покажу. Вот такая заколочка. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!